Всем мавы, граждане, с вами Тейвил. Добро пожаловать в мир Грань, где история переплетается с фэнтези и путешествиями во времени. Мы очень много работали над этим эпизодом и будем очень благодарны за поддержку. Лайк, подписка на Легендарий, колокольчик и, самое главное, комментарии. Мы очень любим читать ваши комментарии. Ну а после эпизода приглашаю всех в Дискорд Легендария часочек посидеть, пообщаться с нами, со мной и с игроками. Приятного просмотра! Как это работает? Вы чувствуете, как будто каждому из вас привязан сзади канат, натянутый, хорошо натянутый, который вас выдергивает. Тебя выдергивает инерция, потому что ты держишься за них. У тебя каната нету, ты не оттуда пришла. А для тебя это чувство скорее, как знаешь, если бы ты попала в какой-нибудь грот, в котором резко сливается вода, причем это какое-то узкое такое пространство, и вот тебя сливает. Ты в водоворот попала. Но без воды. Но без это воды. еще страньше. Да, без воды. Дышать можно, здесь тепло относительно. Ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. А она чувствует какое-то? Наши руки-то она чувствует. Она чувствует, да. Единственное тактильное ощущение — это вы. То есть вот она сама, значит, тоже вцепляется. Потому что это единственное, что у нее сейчас осталось. Смотри, самое важное, в правой руке ты чувствуешь теплую руку Максима, а в левой руке ты начинаешь чувствовать ледяную чешуйчатую руку с когтями. Демон, отпускай его! Хотя до этого только что чувствовал теплую руку. И на этого бомжа. Она понимает течение времени в это? Или оно Нет, вообще она вообще абсолютно далека от этого. Она не понимает ни в течение времени, она не понимает ни хрена. Из нас всех толком понимает, что происходит, наверное, только мы, по ощущениям. Ну, мы-то привычные еще. Ну, привычно, да, но я имею в виду прям конкретно чувствовать, что идет. Домен, Wisdom Save. Угу. Кажется, мы накосичили. 19. Чувствуешь сильную головную боль, но наличие, возможно, какого-то алкоголя в крови выпитого до задания. И не только. И не только. И, в принципе, концентрация на том, что сейчас нужно вывести группу обратно домой, хотя это, конечно, проще, чем отправиться назад во времени. Позволяет тебе ее просто вот так вот сбросить. Да, тем более, ну, вообще новый пассажир, да, здесь немножко элементы нестабильности. Позволяет тебе вот так вот сбросить это, но ты прям чувствуешь, как тебе сдавливает череп. Открываем глаза. Погода не изменилась. Потому что была такая погода, когда вы отправлялись туда. Вы слышите гул, ну не гул, как мотор в состоянии, он включен, но машина не едет. Угу. Вот, у вас стоит минивенчик. Наш минивенчик. понял, Наш минивенчик. У вас новая машина? Да. Найс. BMW? Мерседес? Не Мерин. Форд Транзит. Нет, слушай, нет. Ты знаешь, у нас столько денег было, мы купили Мерин нормально. Патриот. Буханочка. Буханку нормально. Вот, кстати, Жанна буханка Дарк, нормальная буханочка. тема. Он ее перегнал как раз-таки из России специально для этого. Она просто модифицированная, полностью армейская, прокачанная. Не, причем, да, мы еще, короче, на тюнинг ее отправили, вот к его знакомому, то есть ее прокачали так нормально. Ей еще я там покопался. Чему? К немного. Дамьену знакомому? Не надо. Нормально. Ее покрасили там. Не, теперь это 100% канон, я То есть отвечаю. она еще Всё у раскрашена вас. в цвета Я этих. раскрашивал. Не надо. Нет. Ты что, ты сделал Скуби-Ду. Ты знаешь, ты просто как-то утром проснулся, выходишь с своей любимой буханочки зелененькой, а она больше не зелененькая. Она Ты не радужная. мог это остановить, ты один. Не, теперь можно списывать головную боль после прыжков на то, что он видит это просто. Первой фразой после того, как мы вынырнули в наше время, Максим сбрасывает верхнюю одежду, там, видимо, какое-то что-то типа пиджака или что они там носили тогда. Под ней Жанна видит совершенно современный бронежилет, не понимает, что это вообще Ну, ты такое. видишь, Харон, знаешь, ты видишь какой странный доспех. Не металлический. И Комбизон. фразу, которую говорит Максим: «Добро пожаловать в год 2021 от Рождества Христова». Мне кажется, в этот момент нужен хлороформ просто, потому что... Too much. Да, это уже перебор. Чуть пошатываясь выходит. Месье Так. Максим, а вы можете мне все-таки наконец... Wisdom Save. Да, договори. Максим, не Объяснить? надо никакой сейчас лишней информации. Давай по порядку. 20 дерти. It's catching up. Критрол насмотрелся. Понятно, все понятно. На самом деле, знаете, типа, добро пожаловать в год 2021. Машины восстали. Мы проиграли сражение.
Только Орлеанская дева сможет нас спасти. ядерного огня. Орлеанская дева. Сара Дарк. Это хорошо. Хорошо, ты умудряешься пересилить подступающую к тебе панику резкую, и ты можешь произнести фразу. Давай. Мсье Максим, вы наконец-то можете мне объяснить, Теперь что... да. Она увидела сесостреса. Меня она увидела. Тихо, тихо, Дамьян тихо, чуть спокойно, выходит спокойно, вперед, спокойно. отталкиваясь Сесостреса в сторону. Спокойно. Так, ты скройся. Отталкивайся, такой двухметровый зверь, такой карлик. нет, я отмечу, что один раз в пылу боя в монастыре она Ты видела? видела истинное обличие Ты меня Сесостреса. видела? Она видела его кастующим магию, но тогда особо не придала этому значению, потому что, во-первых, она была в немножко измененном состоянии сознания. Как и сейчас. Нет, сейчас она в измененном состоянии сознания, потому что адреналин. Тогда она была в измененном состоянии сознания, потому что Бог, ее вел. И сейчас, да, сейчас пришло осознание, что когда ты это где-то видел, ну, конечно, ты испугалась. Успокойтесь, вы его уже Она видели? просто начинает какой-то из молитв читать, вот которая самая Вы его- основная. Просто... Жанна, вы его уже видели? Это Сесострес. Дамьян подходит мы напрямую виделись, к ней, просто присаживаясь. Дамьян, сколько лет назад это было? Это было от нынешнего года достаточно много. Да не от нынешнего! Когда вы первый раз 2 года встретились с назад Жанной. от ее жизни. Жанна- Он кладет руку на плечо. Жанне, присаживайся на одно колено перед ней. Жанна, посмотри на меня, пожалуйста. Он смотрит на нее снова через синие очки и говорит: все в порядке. Я Вы тебе это спасали. обещаю. Ради Господа нашего всемогущего, объясните мне, что произошло. Я скажу тебе только одно, что мы тебя спасли от костра. Спасли от гибели на том костре по ложному обвинению, которое англичане на тебя навели. Ты видел уже нас ранее. Не Тебя смотри на отводит него. в сторону водитель ваш, который Янис Болодис, ваш секретарь. Нет, он водит... Ну, Нет. ваш секретарь. Это Сесострес. Вы его... Жанна, вы его видели? Помните? Монастырь. Мы сражались с демоном. Он сражался на вашей стороне. Вспомните. Жанна. Вспомните, как мы познакомились. Я понимаю, что сейчас будет сложно все понять, и я не требую от вас многого, поэтому позвольте мне просто... Позвольте вам успокоиться, и когда вы проснетесь, все снова будет хорошо. Я вам все поясню, что и как. Отдохните. Он прикладывает руку к иглу, слип. Кидай дайсы. С огромной вероятностью... Да все уже. Там 14 есть? Сколько? Есть. Замечательно. Значит, Я ее подхватываю. и тут подходит, короче, ваш секретарь Янис, латыш, Угу. с какой-то чаркой, явно очень вычурно, просто инкрустированная золотом и так далее. Это еще что такое? Да воды принес. Дамьян говорит спасибо, берет воды и выпивает. Святой Грааль откуда? Я одолжил. Нет, это просто один из кубков Наполеона. Я решил, что это довольно близко. Ага. Понятно. I like him. Когда успел? У меня нет времени с В этим отпуске. разбираться. Так, подожди, ты не летал к Наполеону? Нет, вы чё? Тогда нормально. Я из Нет, музея взял. Нет, тогда это абсолютно ну, нормально, Янис, конечно. ты учти, как бы это нормально, но если ты вздумаешь летать к Наполеону, если ты обратишься к кому-нибудь кроме меня, я буду очень обижен. Летать тут только ты умеешь. Ну и Реми. Поверь мне, кроме меня существуют навигаторы, но они все говно. Ну, кроме Реми, он хороший. Да, хороший, когда мы оказались посреди сражения. Отличный был навигатор. Поэтому обратились ко мне. Вместе мы У сила. всех бывают плохие дни. Давайте в машину уже, поехали. Шут мы тут под дождем стоим, меня уже задолбал этот дождь. Янис, вы с нами до Парижа? Я думаю, я буду вести, но мастер Куницын уже сел за руль. Хорошо. Он любит эту Последний- машину, я Последний помню. вопрос. Нет, Сесострес, не люблю. Вино, мартини, ликер. Окей, Бородин, открыть мини-бар. Так, Выглядит так, Дамьен, как будто тут все тут уже выпил. Пойдемте. Нам предстоит с вами занимательный разговор в Париже. Он натягивает маску для сна и садится сзади, короче, спать. И беруши в уши. Буханку потряхивает. И этот какой и стоит. Да-да-да. Через
часов 12 в одном из хороших отелей Парижа. Потому что Париж не так уж и далеко. Когда я проснулась? Просыпаешься ты. Я рядом. Через 12 часов? Ну да. После того, давай так. Ты нормально не спала месяца 3. А под заклинанием сон прям вообще. А когда начинала засыпать, тебя обливали холодной водой. Иногда. Ради фана. Поэтому, поверь. Я думаю, мы подобрали что-то более-менее историческое. Да. Нотр-Дам. Проблема в том, что его реконструируют, Он сгорел. поэтому с другой стороны. С другой стороны. Но если это вечером, то, соответственно, огни... Это вечер, огни, и вы, я так понимаю, взяли все-таки же не отдельный номер, но ваши рядом, и вы все равно сейчас все там. Максим сидит уже нормально Я переодевшись. сейчас пошел расплачу. Нормально переодевшись, пиджак такой серый, он, ну, естественно, отмытый, нормально причесанный и так далее и тому подобное. Я тоже привел себя в чувство, ну, в вид. Альтер селф? Нет, в смысле, чешуя блестит, больше нет крови. Пастой Гои натер. Обязательно. Полирнул. Продираешь глаза. То есть сейчас я перед собой вижу что? Раз, два, три, 4. Ворон вон там на карнизе. Шауман ты не видишь, он внизу. Нотр-Дам. Если что, меня она видит за какой-то дощечкой, из которой свет подсвечивает мне лицо. Я так понимаю, что лежит-то она, ткани все современные, поэтому гладкие. И матрас какой. Да, абсолютно вот этот вот современные матрасы, которые не чита тому, что было. И знаете, что играет где-то вдали? Та-та-та-та. Ты слышишь песню, которая говорит, что типа я ни о чем не сожалею. Угу. Дамьян книгу читает. Максим сидит и внимательно на тебя смотрит. Не сестры тоже внимательно смотрят. Не знаю, что когтями еще. Кофе? Максим. Мы обсуждали. с тобой. Кольчик адреналина? Да-да-да. Светошумовая граната. Сигаретку? Ну, собственно, Максим абсолютно честно предлагает кофе. Ты чувствуешь аромат. А я не знаю, чувствовал ли ты как... Да никогда, я, конечно, не чувствовал. Нет. Кофе? И этот тебе предлагает воду. Что произошло? Вам лучше присесть. Она Она лежит. Вам лучше присесть. Сестры, она лежит. То есть у нее в руках 2 чашки. Да. Знаешь, он берет кофе. Одна какой-то горячего, да. Да не трогай ты, дай ей кофе. Сейчас Пусть выпьет. Сейчас не надо. Максим, давайте по порядку. Да. Существует время. Вы были в 1400... Не суть важно. От Рождества Христова сейчас много позже. Время мы вас переместили, и вы в Париже, и, в общем, отдыхайте, расслабляйтесь. Это стекло. Жанна, то, что вам нужно знать сейчас из основной информации. Такие стеклянные часы. Святую Жанну Дарк сожгли на костре. Так вас запомнила... Пам-пам-пам. Ты услышала, что ты святая. Так вас запомнила история. Мы спасли вас от этого. Мы переместили вас вперед во времени. Как бы странно это ни звучало. Не спросив вашего разрешения, конечно же. Мы переместили вас в единственное известное нам надежное и безопасное место. В наше время. Наше время. Да, 2021 год. От Рождества Христова. С вашего рождения прошло 500 лет. Jesus, man, дай ей сказать хоть что-нибудь, говорит Ворон. Жанна, скажите что-нибудь. Я понимаю, Да. так будет лучше. Я понимаю, информации много. Вы как вообще себя чувствуете? Нормально? Ты обезвожена, голодна, при этом тебя нельзя особо сильно кормить и, скорее всего, кашками, потому что ты еще и в дикой дистрофии сейчас. Ты чувствуешь, как говно гусицкого осла. Она попробовала кофе, судя по всему. Нет, вода. Вода тоже газом. Максим кладет успокаивающую руку на плечо.
Все хорошо. Я понимаю, что произошло. Я, кажется. Спасибо вам. Ему в первую очередь. Жанна, я понимаю, что сейчас вы себя, скорее всего, весьма так себя чувствуете, и что... Весьма не так. Есть хотите? Знаете что? Я беру телефон, нажимаю несколько кнопок и заказываю, собственно, несколько пюре, говоря на французском. Куриный бульончик. Это примитивный магический предмет, позволяющий общаться с Сесострис, состоянием. не нужно сейчас никакой лишней информации. Все по порядку. Жанна, будете приходить в себя, и по мере того, как будете приходить в себя, мы вам объясним нормально, что и как И здесь происходит. расскажем про время, в котором вы находитесь, чем мы на самом деле занимаемся. Мы не бандиты. Я думаю, бандиты бы вели себя по-другому. На самом деле мы работаем за деньги. Мы узнаем историю. Как бандит. Нет, мы наем. Бандиты не работают за деньги. Бандиты забирают деньги. Мы наемные историки. Наемные ученые, да. Ученые. Монахи. Можно и так сказать. Хотя я лично больше по силовым действиям. Просто он наш Крестоносец. крестоносец, который нас защищает в процессе тех исследований, которые мы проводим. Да, он наш крестоносец, не верующий в Бога. Отрицающий все. Сесострис. Поднимается со стула, подходит к сесострисам. Кто ж тебя за твой змеиный язык Пойдемте тянет? на балкон, там отлично открывается вид. И он тащит его на балкон. Откройте окно, проветрите. Душно стало. За последние 500 лет мир изменился. Он изменился очень сильно. Вы не поверите, насколько. Ну, не думаю, что не поверю. Сначала не поверите. Особенно, когда я в некоторые вещи покажу. Но мы об этом поговорим с вами позже. Сейчас вам нужно отдыхать, восстанавливать силы. Сейчас принесут еду и воду. Вам нужно быть аккуратной сейчас в еде. У вас совершенно четкое истощение. После этого мы начнем постепенно рассказывать вам о том, где вы находитесь, как наш мир устроен и так далее. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы по тому... Вообще, любые вопросы, связанные с нами, с тем местом, где вы Что с находитесь. Францией? Вы находитесь в ней сейчас. Франция. Почему? Ну просто, там революция. Вы находитесь в столице Франции, и, скажем так, сейчас Франция больше, чем когда вы в ней были. Париж, который ты помогала отбивать, если что, у англичан. Вы в Париже. Франция свободное государство и было свободным государством уже давно. Никто не пытается отвоевать независимость, отнять независимость Франции. У нас, в принципе, войны как таковые мало распространены в европейских государствах. В цивилизованных странах. Да, правду говорит, говорит Ворон. Да. Среди нормальных людей. Да, среди Христиан. Среди нормальных людей. Повторяет Ворон. Вы в столице Франции, с Францией все хорошо, и вы ее тогда спасли. Вы успешно завершили свою миссию. Францию не завоевали англичане, Франция свободна. Попытались не один раз. Но ни разу не смогли. Недавно еще Брексит был. Ой, Справились только немцы. Я из другой немного комнаты машу белой салфеткой, а это теперь французский национальный флаг. знаешь, я делаю вот так вот. Извините, что? Я просто иду, закрываю одну дверь на ключ, другую дверь на ключ, запираю этого на балконе. Реми неумело шутит. Первые дни в новом времени стали самыми сложными для Жанны. Поначалу агенты не давали ей выходить, дабы не шокировать бедную девушку. Но даже когда они стали уверены в ее силах, она сама отказывалась покидать отель с видом на Нотр-Дам. В итоге Жанну пришлось вывозить в Цюрих в буханке, изолировав ее затонированными стеклами от мира и тканевой перегородкой от передних сидений. Только город Цюрих
с его хорошо отреставрированным историческим центром вдохнул в девушку жизнь. Постепенно она стала выходить на прогулки. Не одна, конечно, ее всегда кто-то сопровождал – Максим, Сесострис, Дамьен. Все трое рассказывали ей, как хотят ее отвезти куда-то, показать ей что-то. Всем троим она говорила, что пока не готова к этому. Но время шло, и Жанна привыкала. Она довольно быстро разобралась, как пользоваться современными девайсами, интернетом. Орлеанская дева даже привыкла к изобилию различной странной еды со слишком сильным для нее вкусом, без чревоугодия, конечно же. И вот, пару месяцев спустя, она согласилась на свою первую поездку. Это первый твой выезд за границу. Ты только что получила документы свои. Ты теперь гражданка Франции под названием Жанна Лорен. Вы решили не сильно париться и назвать себя в честь провинции, в которой ты родилась. И перелистывая эти самые документы, смотря на фотографию, которая тебе, с этой частью ты адаптировалась быстро, тебе она просто не нравится. Вы едете на таком джипике по пустыне в сторону пирамид. Высадились в Александрии в таком случае, и оттуда уже... Не, давай не в Александрии. Сейчас называется Искендерун. Вот они, пирамиды. Вас высаживает ваш проводник. Он абсолютно молчалив, в отличие от большинства египтян, которые вы встречали по дороге. Угу. И вы выходите перед пирамидой. Специально зачищено здесь все, чтобы никто вам не мешал. Жанна, я хотел бы тебе рассказать о магии и о том, какой она раньше была могущественной. Показать тебе, где я проснулся. Я в этой пирамиде спал более 2000 лет, по вашему летоисчислению. Я спал? Да, я спал. Мы всячески старались, чтобы блага магии были распределены равномерно. Но, к сожалению, магия продолжала уходить. Поэтому мы старались во всем мире построить такие пирамиды, распространить наше влияние. И если бы это удалось, то, возможно, мир был бы и другой. Мир раньше был более упорядочен. Были маги, жрецы, были их последователи. И мы правили разумно и справедливо. Но самое важное это в том, что как начались гонения на таких, как мы, на другие расы, на серпентидов, на всех, кто отличается от людей. Как люди ненавидят нелюдей. Ты видел в городах нелюдей? Нам приходится скрывать свои обличия. К сожалению, люди не способны понять всей глубины и магии. Магия дарована нам, богами. Ты, наверное, считаешь богом. Но они не особо ее понимают, не вникают в ее суть, не понимают ее глубины. И это ведь действительно наука. Это все началось с Римской империи. Ты, наверное, слышала про Римскую империю? Ты слышала про Римскую империю, естественно. Ты, знаешь про Цезаря. У тебя было много полемики, в принципе, о Римской империи с твоим самым большим сподвижником Жилем Дере, например. И Римская империя, в твоем понимании, конечно, уже не существовала, но ты знала, что есть народ, ромеи, которые считают свое государство со столицей в Константинополе Римской империей. Угу. Была Римская империя, ей правили колдуны, маги. К сожалению, поскольку это были, опять-таки, люди, в недальновидности своей они устроили гонения на христиан. Мы же принимали другие религии. Наши люди могли поклоняться кому угодно. Главное, что мы ими правили. Они устроили гонения на христиан. И христиане это запомнили. После этого, когда официальной религией Рима стал христианство. Он не знает слова. Да, сложно выговаривать. Язык мне все еще тяжело дается. По трактатам «Общество грани», которые ты читала, нелюди, в принципе, к моменту, когда уже начинались охоты на магов, были довольно редким явлением. И я хочу объяснить тебе, почему я занимаюсь всем этим. Моя цель не деньги, не власть, не слава, как это могло показаться по мне. Моя цель – это восстановление магии в этом мире, чтобы чудеса магические вернулись сюда. Но ведь у вас это не получилось тогда давно, когда вас было много. Да, и поэтому я путешествую во времени,
Потому что наш тогда подход был крайне узок, как я сейчас вижу, ограничен. Мы не воспринимали другие культуры и их изучение магии, мы не воспринимали их всерьез. Мы думали, что наша позиция единственно верна. Сейчас же мы считаем, что это было неправильно. И моя цель – путешествие во времени, понять, как другие культуры, другие народы изучили магию. И на основе этих записей, возможно, мы сможем что-либо изменить и наполнить снова мир чудесами, магией, исцелением, болезней, воскрешением. Это очень святая для тебя тема. Как ты заметила, технологии, да, действительно ушли вперед, они молодцы. Они заменили многое. Много действительно заменили, но, как ты можешь заметить, они ненадежны. Они могут отказать, самолеты падают, или как их там, вертолеты, самолеты падают, машины ломаются. А магические вещи, они, как ты знаешь, неразрушимы. А магическую вещь может уничтожить только другая магическая вещь. Время не подвластно, если не считать того, что магия утекает из этого мира. И если этот процесс обратить, ты представляешь, чего мы можем добиться? Мы бы могли уже путешествовать по другим мирам. Я слышал легенды еще в свое время о том, что наш мир не единственный. А сейчас они... Он сейчас для меня и так вырос до невообразимых величин. А вы утверждаете еще и, что он не один. Я восхищаюсь вами, Жанна. Вы в одиночку спасли Францию, хотя вы просто человек, даже не обладающий магическими способностями, и вы, женщина. Просто меня выбрал Бог, так моя судьба сложилась. Вы внутри пирамиды сейчас проходите довольно короткий коридор, потому что пирамида не такая большая, и ты видишь зал с несколькими саркофагами, стоящими вертикально, прикрепленными к стене, из которых 3 открыты, 2 пока что закрыты. Здесь тоже сейчас никого нет, но вы видите, что здесь висит 2 камеры. Я показываю на один из саркофагов. Говорю, в этом саркофаге пустом спал я. 2000 лет, больше. А вот в этих 2 до сих пор спят мои братья. К сожалению, мы не можем их всех сразу разбудить, потому что процесс адаптации как даже по вам. То есть вы достаточно молоды. Буквально меньше 1000 лет назад вы жили от этого времени. Представляете, что для них такой этот новый мир? Что для меня был этот новый мир? Я прекрасно понимаю, как вы сейчас смотрите на все это. Да ничего не изменилось. С ваших пор нет. С моих – да. Люди такими были. Мы не были такими. Нас пытаются забыть, вычеркнуть. Магию пытаются забыть. Философцы понимают, что нет, не пытаются. Это уже успешно было сделано за последние 200 лет. Возможно, если моя миссия провалится, вот эти мои собратья, это последние из представителей моей расы. Возможно, мы вымрем в ближайшие 10 лет. Многие нелюди давно-давно остались, конечно, в сказках. Те же драконы. Для некоторых они были даже каким-то злым явлением. Для многих они были чем-то благородным. Но сейчас они все в развлекушечках, шуточках, играх. Я отлично могу понять вас. У вас хорошая цель. Она ведет вперед, она дает сил. Мне нравится то, что вы делаете. Это очень благородная миссия. Я надеюсь, при вашей помощи и поддержке, что мы сможем восстановить все это. И что к людям вернется вера, вернется понимание того, что мир не ограничивается ими, что мир намного шире и больше. А вы для этого меня спасли, чтобы я вам помогала? Если честно, я вас спас, потому что я волновался за свою команду. Я волновался, что они погибнут на этой миссии или сделают что-то не так со временем.
и богиня Ринпет разозлится на них. Поэтому я отправился за вами в прошлое. Но сейчас я понимаю, что, возможно, сами боги направили меня спасти вас. Потому что в вас таится великая сила. И в вас есть еще то, что нету во всех тех, кто есть в моей команде. В вас есть вера. Я видел, на что способны ваши боги. Я видел, на что способны вы. Он один-единственный. Да. Да. Мне просто тяжело свыкнуться с этой концепцией, если честно. Потому что он всемогущ. Но мы привыкли к распределению обязанностей. Я думаю, на этой ноте ты потихонечку ее выводишь из пирамиды, и уже у вас завязывается философский диспут, теологический. Уважаемые пассажиры, просим вас посмотреть на инструктаж перед полетом. Приведите свои сиденья в прямое положение. Проверьте, что ваши ремни пристегнуты. Помните, что в случае необходимости подачи дополнительного кислорода вам нужно будет сначала надеть кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Приятного полета. Жанна сидит у окна. Вибрирующий самолет начинает выкатываться на взлетно-посадочную полосу. Позади ожидание в очередях, огромный шум и потоки людей аэропорта Шарля де Голля. Самолет замирает, резко усиливается звук двигателей, неизвестная и ранее никогда не ощущаемая сила вжимает тебя в кресло. С ревом многотонная машина набирает скорость, и вдруг вибрация заканчивается. Все, что у тебя есть, уходит вниз, и ты видишь, как земля уходит из-под самолета, и через несколько минут все, что ты видишь, это облака внизу, под тобой. Странный запах наполняет салон. Ты никогда его раньше не чувствовала. Он кажется чистым. Холодноватый немного. Немного холодноватый, и ты видишь, как у стекла иллюминатора образуется легкая пленочка инея. Максим сидит рядом с тобой, абсолютно спокоен, даже не особо смотрит в иллюминатор, иногда посматривает на тебя, проверяя, все ли у тебя хорошо. Жанна скорее в ожидании того, что будет еще дальше. Потому что она уже увидела слишком много всего, чтобы начать уставать удивляться. Потому что несколько предыдущих месяцев уже были чем-то невероятным. Это просто одна из еще невероятных вещей, которые ей показали. И в то же время это, конечно же, восхитительно. То, что человеческая мысль смогла дойти до этого. Впереди Жанна видит, как кто-то закрывает окошечко иллюминатора, и через некоторое время ты начинаешь слышать такое мерное посапывание. Обыденность. Просто как будто кто-то едет в соседнюю деревню. И через какое-то время рядом проходит красиво одетая девушка, толкающая перед собой большую металлическую тележку, из которой она начинает раздавать небольшие наборы еды. Солнце медленно клонится к закату. Ты видишь, как облака меняют свой цвет с белого на рыжий, появляются фиолетовые оттенки. Наконец заходит солнце, и на огромном небосводе загораются ярчайшие звезды. Уважаемые пассажиры, в течение 15 минут мы совершим посадку в московском аэропорту Шереметьево. Температура за бортом плюс 15 градусов. У тебя снова возникает это странное ощущение в животе, как будто ты немножко падаешь. И еще раз немножко падаешь. Ты видишь, как приближается облачный слой. И самолет ныряет в облака. Исчезают звезды. Исчезает что бы то ни было. Все, что ты видишь, это один из фонарей самолета, который освещает белое марево. Самолет еще вибрирует, проходит несколько минут, и внезапно
белое марево расступается, чтобы открыть перед твоими глазами от горизонта до горизонта море огней. Москва. Московия, как ты когда-то слышала о ней давным-давно. Самый крупный город Европы. Сколько же здесь людей живет? 12,5 миллионов. Ты видишь концентрические кольца автомобильных дорог, расходящиеся радиусы, желто-белое море огней. Самолет начинает поворачивать, и это море исчезает под его крылом. Ну, а через парочку дней, когда Жанна уже познакомилась с некоторыми московскими, так сказать, реалиями в виде очень красивого, но очень населенного метро, в виде постоянных пробок в различных местах. И когда они доходили до квартиры Максима, в которой он, в принципе, живет, ну, как жил один, когда он в основном в Москве проводил это время, который он купил на деньги со своей военной карьеры в свое время. По дороге вам попалось место, где меняют плитку, и пришлось пойти другим двором. Тем не менее, у Максима есть одно определенное место, куда он хотел тебя сводить после того, как он покажет тебе такие все стандартные для Москвы вещи, как Кремль, Мавзолей, новый вот этот парк новомодный, который открыли, который он сам, честно говоря, сам захотел его посмотреть, потому что никогда не был там зарядье. Вот. И вы разочек прогулялись в более теплую ночь набережной от Воробьевых гор до парка Горького и до уродливой статуи Петра Первого. Много мата от Максима ты слышал по поводу этой статуи. Прогуливаясь по улицам Москвы, которые ты не понимаешь, как можно запомнить, как можно ориентироваться в этом городе. Много. Они все разные. Их настолько много, что тебе кажется, что за всю жизнь невозможно обойти все. Это давит. Это давит, но одновременно каждый раз что-то новое, и тебе интересно это. Как-то раз Максим останавливается перед не особо выделяющимся прямоугольным зданием со стеклянным фасадом. И останавливаясь, Максим смотрит некоторое время на это здание и говорит: вот здесь началось мое путешествие в грань. Здесь погибла моя дочь. Здесь я решил вернуть ее, чего бы мне это ни стоило. Много лет назад здесь погибло 130 человек из почти 1000. Я хотел тебе это просто показать. Он не смотрит на тебя, он смотрит задумчиво на здание. Просто чтобы ты понимала, что несмотря на всю кажущуюся красоту этого мира, в котором мы живем, в нем также бывает невероятная злоба. Максим, я отлично понимаю, что вы чувствуете. Просто иногда нужно ведь действительно что-то пережить, чтобы сделать что-то великое. Иногда можно что-то и потерять. Но потом оно вернется. Да, Мы же не зря все делаем. я думаю, не зря. Я ведь смогла сделать то, что хотела. Да, и вас запомнили. Запомнили так, что каждый школьник в мире знает ваше имя. Из всех 12 миллионов это только один город. Вас знают все. Я понимаю вашу боль. Я знаю, что такое терять очень много. Не стоит винить себя в чем-то. Я не виню себя. Уже не виню. Уже прошло достаточно времени, чтобы я перестал это делать. Но я никогда не говорил вам, почему я работаю с Сесострисом. Потому что грань может вернуть мою дочь. Может. Я в этом абсолютно уверен. Она не должна была умирать тогда. Это была настолько
большая случайность. Она не должна была быть в этом месте. И это случайность, которую я исправлю. Могу сказать только то, что, по крайней мере, вы уже успели один раз потренироваться. Успешно. Рядом проходит мужчина с широкими плечами, примерно возраста Максима, с очень угрюмым выражением лица. Молча подходит к Максиму, узнавание в твоих глазах, твой бывший сослуживец. Он молча протягивает тебе 3 цветочка, пожимает тебе руку и молча уходит. Максим подходит и кладет на мемориал цветы. Я очень хотел бы жить в мире, в котором подобное бы никогда не повторялось. Но я достаточно долго живу, чтобы понимать, что этого не произойдет в то время, когда я жив. Но когда-нибудь, я должен надеяться, мы будем жить в мире, в котором как минимум такое происходить больше не будет никогда. Максим дает тебе руку и начинает двигаться в каком-то направлении тебе неизвестном. Вы доходите до метро, потому что Максиму кажется, что Жанне интересно смотреть на разные станции метрополитена, коих, как по словам Максима, больше 100. Пробывайте билетик и погружаетесь в пучину, в глубину города Москва. Франция, Париж. Дамьен изначально предлагает Жанне прогуляться по Парижу, вот, так как за всеми вот этими беготней туда-обратно, посмотреть то, посмотреть все, по факту она ни разу не видела сам Париж, не видела особую жизнь вокруг. Собственно, Поэтому- то, во что выросла Франция за все это время. Можно и так сказать. Это город, который ты осаждала, ты его не взяла, его взяли чуть позже, но тем не менее ты даже можешь некоторые внешние моменты скоррелировать с тем, как оно выглядело так, и от этого тебе взрывается мозг. Поэтому, в принципе, Дамьен тебе говорит, что сегодня мы пойдем туда, куда ты захочешь. Тогда пойдем туда, куда я знаю. Ты видишь, с одной стороны, немножко удручающую, с другой стороны, нормальную картину, которую ты, в принципе, даже уже и успел увидеть, потому что ты сидела какое-то время в номере с этим видом. Но не из фасада, ты видишь Нотр-Дам-де-Пари, который сейчас находится в процессе реставрации, поэтому очень много вот этих вот зеленых лесов, какие-то ведутся работы, а вокруг тебя снуют люди, которые все куда-то торопятся. Они на него не смотрят. Впрочем, так было всегда. Люди редко задумывались Дамьен, который о том, что происходит внутри. Я не конкретно про него. Дамьен, стоящий чуть поодаль, также смотрит в сторону Нотр-Дама и замечает. Когда постоянно живешь и растешь рядом с чем-то чудесным, ты не особо ценишь его чудесность и даже не замечаешь. Ты знаешь, наверное, то же самое было и с тобой, когда ты оказалась в нашем времени. Возможно, очень многие вещи, которые для нас кажутся настолько естественными и обычными, являются по факту чем-то чудесным. Ты даже не представляешь настолько. Не помню, можно ли сейчас зайти в него внутрь, кажется, нет. К сожалению, запрещено сейчас. Но можно зайти куда-нибудь еще. Что-нибудь похожее. Вы спускаетесь в парижское метро, которое тебя не вдохновляет так, как я вдохновляла московское в прошлом месяце. Не сравнить. Вообще не сравнить. И вам приходится оттуда выйти, потому что поезда не ходят, сегодня забастовка. Вместо этого вы отправляетесь в долгое пешее путешествие. Здесь очень мало, кстати, дорожек, где можно ходить пешком. Но есть велосипедные дорожки. Пробовал ли ты садиться в велосипед? Говорит, пожалуй, да. Если сам, конечно, не упаду. Но это же не сложнее, чем на лошади ездить. О, не, поверь, велосипед не брыкается хотя бы, и у него нету своего желания куда-то что-то ехать, и нету упрямства. Да, пожалуй, велосипед во всем лучше лошадь. Но копье неудобно держать. На копье неудобно будет держать. Да, но возьми копье поменьше. Что тебе смехается?
Вы берете в аренду 2 велосипеда и начинаете ехать. Прям начинаем. Прям. Причем Дамьен сначала начинает садиться и начинает показывать: так, смотри, вот едешь так, после чего сам чуть было не падает на первом же повороте. Вот. Да, я вижу, это очень легко. Очень. Просто я не привык к таким велосипедам. Я, правда, не помню, к каким я вообще привык, но... Ты наблюдаешь за другими людьми, которые едут на велосипедах, как они движутся, ты смотришь на его потуги, и ты можешь дать мне бросок акробатики. Нет. 5. Падаешь с этого велосипеда, и то, что ты... А ты, кстати, какую одежду сейчас? Ну, я думаю, чтобы не выделяться все-таки. Чтобы... Джинсы. Тебе очень непривычно, что люди видят твои ноги, как бы их размер. Их, Не, наверное, тут все-таки еще вот что-нибудь более такое... Консервативное. юбочку. Может быть, какие-нибудь просторные штаны. Просторные штаны. Хорошо, просторные штаны — это вариант, потому что ты не была бы собой, если бы у тебя не было наколенников латных на коленях. Так что каких-либо повреждений ты не получаешь. И вы в итоге решаете пойти пешком. Дамьен, который чуть-чуть, проехавшись, все-таки у него получается немного прокатиться, уточняет: точно не хочешь? Кажется, мне начинает получаться уже. Давайте в следующий раз поучимся. Хорошо, говорит он, и с опаской слезает с велосипеда. Это тоже интересная штука, но как-нибудь потом. Но, кстати, замечу, что те, кто на таких ездят профессионально, они тоже носят броню. Путь на тот конец Парижа пешком намного более сложен, чем путь на тот конец даже Москвы. Где-то через 2,5 часа вы прошли только около половины пути, но тебе особенно привлекло внимание сцена, которая развернулась в одном из магазинов одежды по дороге. Таких, знаешь, крупных сетевых. Ты видишь там какие-то большие красные, значки с кружками, с линиями посередине и арабскими цифрами. Но ты видишь девушек, которые дерутся за какую-то одежду. Прям дерутся. Это нормально? Он смотрит. Ну, ты знаешь, с точки зрения психологии не особо, но с точки зрения практики такое встречается постоянно. Я правильно понимаю, что они одежду делят? Не могут поделить? Да, и он так присматривается. В конечном счете, та из них, кто сильнее, отберет одежду у второй. Либо та из них, кто подлее. Но ведь у вас хватает на всех одежды. Но не всей одежды, говорит он. Понимаешь? Так задумчиво смотрит. То, что на мне, мы купили достаточно легко. Да, но он указывает, за это просят меньше денег. Че он чуть усмехается. Понимаешь, когда у тебя все есть, тебе все равно продолжать чего-то хотеться. Когда у тебя есть достаточно еды для выживания, достаточно воды для выживания или чего-то подобного, тебе хочется уже не просто еды, а какой-то особенной еды. Когда у тебя есть простая одежда, тебе начинает хотеться не простой одежды, а более особенной. Наверное, потому что нам всегда хочется чего-то хотеть. Кажется, им не хватает настоящих проблем, чтобы не обращать вот на такое внимание. Если эти вновь проблемы появятся, то мы будем заниматься их исправлением, пока не уйдем от них и вернемся вновь, кивает на дерущийся к вот этому. Замкнутый круг. Если только мы не найдем какой-то еще путь, смехается он. Это неправильно. Люди не должны так жить. Они должны следовать более высоким целям, желаниям. Все-таки сейчас у людей гораздо меньше Бога осталось в сердцах. Он чуть, Дамин так смотрит чуть поверх очков сначала на то здание, вот, и затем чуть усмехается, и так и не повернувшись к Жанне, и говорит: знаешь, один немецкий философ в начале 20 века сказал: Бог мертв, и мы его убили. Возможно, он имел в виду что-то подобное. Это ужасно звучит. Не говорите, пожалуйста, таких вещей. Это отвратительно звучит. Еще где-то 2,5 часа обсуждения одежды, природы людской и так далее. Вы добираетесь до невзрачного района, который состоит из таких больших серых коробок длинных. Складской район какой-то.
и твой быстрый взгляд и быстрая оценка определяет 3 возможные точки интереса, так сказать, points of interest. Первое — это ты слышишь, где-то вдали играет тяжелая музыка. Явно в каком-то из складов есть клуб, типа нашего главклуба в Москве. Ты слышишь, как дети играют в футбол где-то. Причем дети, подростки и так далее, совершенно разных видов, рас, полов и так далее. То есть это прям общее активити. Вот. И еще одно место, где разрисованы различным стрит-артом стены. Куда ведешь? Я тут вспомнил одно место, есть достаточно интересное. С него, тем более, достаточно хороший вид открывается. Он ее видит в такой подъем, где, как он знает, длительное время зарисовывали все просто различными граффитями, стрит-артами и прочее. Тем более, что с того места, которое находится на подъеме, через забор будет видно место рейва. Замечательно. Все одинаково. Просто все выглядит идентично. Как ты вообще понимаешь, куда здесь идти? А я не особо понимаю. Насмехается. Ну, а на самом деле просто помню. Вон видишь тот дом? Вон в том окне живет женщина, которая постоянно вывешивала фиолетовые занавески. Сейчас они, правда, там синие, но я помню, что раньше они были фиолетовые. Вон там живет старушка, которая ближе к ночи начинает очень громко орать на каждого, кто проходит мимо. То есть сейчас мы ее услышим? Да, ее называли мадемуазель Мадлен. И то, что она сейчас не кричит, говорит либо о том, что она уже умерла, либо... Сакре блeu de Наполеон! И начинает что-то там... нет, жива. Ходят всякие. Отпусти девушку, дай ей жить нормальной жизнью. Хватит их всех совращать, ты старый поганый хмырь! Кричит она тебе. Мадемуазель Мадлен, вы меня с кем-то перепутали. Этот человек, о котором вы говорите, проходил здесь передо мной. Вы чуть-чуть опоздали. Задергивая занавески синие. Вот. И ты слышишь далеко-далеко какие-то такие быстрые шаги, куда-то побежала. Опоздала. Через некоторое время вы слышите, как открывается окно с другой стороны этого склада и продолжается вор. Пойдем быстрее, пока она не опомнилась. Выходим в место, кажущееся чуть более диким за счет того, что здесь через раздолбанный асфальт прорывается трава и видны деревья и какие-то кусты. Здесь мы поднимаемся чуть выше по ступенькам, таким проходящим между парой домов, пока не кажется, что выбираемся к какому-то достаточно просторному, открытому, асфальтированному пространству. Вокруг стоят дома, выглядящие абсолютно заброшены за счет того, что их окна абсолютно черны, в них нет ни капли света. И их кирпичные стены абсолютно изрисованы от и до. Бетонные заборы, которые вырастают из этих домов и закрывают вторую половину этой площадки, также покрыты, буквально каждый миллиметр их покрыт какими-то рисунками. Многие рисунки нарисованы поверх других. Где-то сбились куски бетона вместе с непосредственно тем, что на них было нарисовано. Ты не можешь найти цветов, которых там нет. Там есть все цвета. Пришли, говорит он. Вон там, кстати. Кто это нарисовал? Он так смотрит. Парень из вот того дома. Девушка, он указывает куда-то в сторону вот видящейся с Парижа, из вон того дома. Еще 2 брата, вон оттуда. Какой-то старик. То есть просто каждый может прийти и нарисовать здесь? Люди из Парижа, люди не из Парижа. Он пожимает плечами. Я. Где? Он говорит, где-то здесь, я уже не помню. Скорее всего, оно уже зарисовано поверх кем-нибудь еще. Немножко остался фрагмент крыла одной очень-очень упоротой бабочки, которую ты в свое время рисовал, ты можешь его найти. Он усмехается. Ну, вон, кажется, крыло бабочки. В этом крыле 3 глаза, в одном этом фрагменте. Каждый хочет что-то из себя оставить. И когда не знает, где и как, они приходят сюда и рисуют. Вкусы художников знатно изменились все это время, прямо скажем. Ни одного библейского сюжета, вообще ни одного. Многих людей, помимо вот этих вот рисунков, скорее всего, почти у всех, кто что-то здесь рисовал, никакого больше следа в этой жизни нету. Они ничего, кроме этого, и, скорее всего, и не оставили. Он чуть подходит к сетке рабицы. Ты оставила гигантский след в этой истории, но
это было тогда, и в принципе ты уже, можно сказать, изменила весь этот мир. А вот что делать тебе теперь? Кстати, указывает через сетку Раббит. Вон, видишь, то место, откуда шум раздается. Вон там он указывает на можно сказать, с холма виднеющуюся еще одну огромную площадку, где видна большая сцена, мерцающая огнями, с которой просто создается тяжелый металл. И огромная толпа людей, которая кричит, орет, радостно скачет в ответ на эту музыку. Синхронно и создает одновременно какое-то пугающее, вместе с тем невероятно завораживающее зрелище тем, насколько они, можно сказать, поддерживают эту музыку, как будто бы поют хором. Ну, звучит это ужасно. Ну, он говорит, музыка тоже изменилась, но кому-то тоже это нравится. Отсюда заодно открывается великолепный вид на Париж, он начинает прогуливаться. И, пожалуй, он на мгновение замирает, как будто бы куда-то смотрит просто, смотря куда-то на какую-то из бетонных стен. Взгляд его несколько меняется и становится каким-то более, как будто бы рассеянным, не сфокусированным. Отчего он открывает был рот, пытаясь что-то сказать, затем прикрывает, все так же рассматривая стену, чуть прикусывая губы и затем как будто бы пытается отвести взгляд от стены, но продолжает на нее смотреть. Она вам нравится? Он чуть хмыкает, как будто словно очнувшись, и говорит: больше, чем что-либо здесь еще. Ты обещал отвезти меня к церкви. Неужели в этом огромном городе их так мало осталось, что приходится идти так далеко? Ты видишь, что он поворачивается к тебе, он чуть усмехается, ты видишь, что он залазит рукой куда-то под очки. Да, конечно, да, церковь. Да, здесь должна быть далеко одна церковь, да. Она заглядывает ему в глаза. Которую он намеренно отводит голос так, что очки вновь прячут его глаза. Что произошло? Да так. Он вновь улыбается. Это был кто-то, кто вам был близок? Это кто-то, кто мне близок всегда. Неважно. Давайте пойдемте к вашей церкви, наверное, так будет лучше. Я не очень хочу возвращаться к своим старым картинам. Говорит он, бросив взгляд на картину. И просто тянет его... И последний, кто этим имением владел, была некая женщина по имени Элеонора де Вермандуа. Я кулаком стучу по воротам. Эй, есть кто? Ты не можешь понять, оно умирает или не умирает. Дамьен, а мы точно уверены, что это то, что мы должны были починить? Это плохой план.